Год назад программа «Мужское и женское» вместе с Народным фронтом запустили новый проект «Помощь детям России». Наша съемочная группа выезжает в разные регионы нашей большой страны и старается на месте решить те проблемы, с которыми к нам обращаются. Сегодня мы будем отчитываться с вами, перед вами, за проделанную работу. Мне так нравится, как вы пугаете чиновников. В селе Богдановка Запорожской области было очень много проблем. Съемочная группа Первого канала вместе с представителями Народного фронта там побывали. И много что им удалось решить. Давайте посмотрим. Село Богдановка Запорожской области находится всего в часе езды от Бердянска. Но кажется, что время остановилось здесь много лет назад. Ребят, а вот вы, как ученики, жизнь этой школы, вот какой вы хотите ее видеть? Знаете, здесь после Советского Союза, мне кажется, не особо что-то и поменялось. Со времен наших бабушек и родителей и так далее хотелось бы немножко модернизировать школу. Мы видим перспективы развития наших детей. Помимо своих, например, основных предметов биологии и химии, я возобновил и возглавляю туризм в нашей школе. Мы должны понимать, что у нас дети уже немного другие, и мы должны идти в ногу с детьми. Сейчас ученик и учитель должны быть друзьями в первую очередь. Что сейчас здесь происходит? Здесь происходит сбор, можно сказать, рекреации холла нового поколения, где мы планируем сделать пуфики, плазму для просмотра кино. Здесь будут вот такие качельки, которые сейчас мы попытаемся подвесить. Будет также шахматный уголок. С такой материальной базой, которую нам предоставил Народный фронт, у нас появилась идеальная возможность собраться с детьми прямо сегодня. Открытие нашего туристического лагеря. Это сельский дом культуры. При Украине, к сожалению, он был закрыт и не работал. Александр Семенович, но сейчас здесь детки занимаются, вижу, танцуют, приходят сюда постоянно. Но мы тоже чуть-чуть хотим свою лепту внести сюда. Здесь также есть детский сад. А кто покажет, где вы спите? Вижу, что кровати – это прямо необходимость, да? Да. Во-первых, очень старые. Чтобы ребенок не упал, пришлось Заколотили сами? самостоятельно, да. Это все доделывалось, чтобы деткам было безопаснее. А я, знаете, что еще расскажу? Мы вам скоро привезем новые кроватки. Это хорошая новость? Да! Спасибо, Сегодня в нашей студии староста села Богдановка Александр Семенович, директор школы в Богдановке Ирина Владимировна и активная ученица Кира. Здравствуйте. Рады вас видеть. Кира, мне сказали, что ты самая активная. Расскажи, пожалуйста, как изменилась жизнь в селе после того, как Народный фронт вместе с Первым каналом туда приехал? Она изменилась в хорошую сторону. Привезли у нас и зона отдыха есть в школе. Привезли много книжек, классиков привезли, настольные игры привезли, 2 интерактивных доски. В детский садик тоже много чего привезли, кроватки привезли, столики, в Дом культуры тоже. Кира, просто шикарный завхоз. Все, Нет, так и я знаю, что всей школы выбирали. Кто точно отчитается? Кира. Вот Кира отчиталась. У меня вопрос такой с подвохом. Вот смотрите, сел много. Чем вы так привлекли Народный фронт и съемочную группу Первого канала, что мы к вам кинулись, а не по другим? Мое мнение, скорее всего, на самом деле увидели наше село как раз показатель заброшенных сел, заброшенного всего. У нас, допустим, буквально 2 года назад у нас было запланировано полностью закрывать школу, нас детей возить куда-то в центр, там еще куда-то. Это все, это крест селу полностью. Это еще до начала СВО, да? Это до начала, конечно. То есть это при Украине? Школу Да, собирались это было при закрывать. Украине. Собирали. И это не только наше, это много школ собиралось. Это было намечено, все это все знают. На самом деле,
мы опирались здесь в первую очередь, так как это для нас такой формат, который называется «Точка изменений», на педагогов. То есть нас изначально-то просили сделать спортивную площадку там. Но мы, когда приехали, мы поняли, что есть ребята, молодые, учителя, которые не уехали, которые здесь родились, которые выросли и которые продолжают свой населенный пункт поддерживать. И вот смысл в точке изменений и в поддержке тех людей, которые там есть и которые дальше это будут вести. Это самое главное. Те, на кого можно опираться. Ребята, кто инструктора по туризму, они дальше поехали в Ростов, обучились в Российском корпусе спасателей. Это ребята, наши студенты-спасатели, которые обучают. И все это продвигается, развивается и прям вот цветет. И у нас глава же не так давно назначен был главой этого поселка, я правильно помню? Ну, да, я же до этого не работал. Да, до этого вы кем Но были? вас там как-то очень все любят, Фермером мне сказали. Фермером был. А, говорит, село осталось без хозяина. Ну, буду, значит, селом заниматься. Был-то фермером. Вот это смысл. Это наши люди, которые на своей земле меняют все вокруг себя. Самый главный толчок был буквально в ближайшее время, после того, как вы сделали нам этот праздник, все фермеры, предприниматели, все платежеспособные села, у нас нет ни бюджета, ничего, это все, как это все восстанавливать. Все откликнулись, начали звонить, какая-то помощь. Мы сами себе дороги залатали, мы сами себе, вот это все просто начали двигаться. Вот это самая важная помощь. Сделать. Это я вам говорю честно. То есть, получается, это был толчок для того, чтобы все объединились. Да, вот это самое главное. И теперь совместными усилиями вы уже и сами себе все вот дырки это латаете. самая главная помощь Первого канала, Народного фронта. Там. То есть позитив заразителен. Ирина Владимировна, как ребята восприняли перемены? Ой, восторг. Восторг. Они не могли дождаться, когда мы закончим ремонт, потому что нам же еще и предоставили краску. И мы покрасили и стены, и полы, и в кабинетах. Уже родители всё. собрались. Да. В течение 2 недель мы сделали ремонт. И дети не могли дождаться 1 сентября, чтобы они пришли. Я уже, когда краска высохла, я говорю, приходите, садитесь, играйте, смотрите. Да, потому что они были в восторге. И в ДК дети занимаются, и в школе занимаются. У нас также еще шахматная зона. Вот, потому что как-то все умолчали о шахматной зоне. У нас дети занимают призовые места. Именно вот в Мелитополе был областные соревнования, и она заняла 1 место, девочка у нас, Папазовая. Так, я так понимаю, что у вас скоро и рок-группа своя будет? Да. И у нас дети занимаются. Да, у нас, по-моему, даже... Вот эта девочка, что заняла по шахматам 1 место в области, она сейчас уже на ударной установке увлеклась. Так играет. Просто захотела. Да. Так у нас и Кира, между прочим, победитель. Да. Кира, расскажи, где ты выиграла? Я ездила в Мелитополь на областной конкурс чтецов Так. и заняла 2 место. Какая ты молодец. Я думаю, что самая большая помощь здесь еще заключается в том, что вот это то самое подрастающее поколение, на жизнь которого выпало вот такое нелегкое испытание, и судьба у них такая, вместе со страной теперь меняться, да, они видят, что происходит. И это главная победа, потому что нам надо победить не сегодня, не завтра, нам нужно навсегда. Вот для них все это и делается. А сейчас мы с вами перенесемся в еще одно село, Новая Усмань, Воронежской области. Мам, помочь? У ребят ДЦП. Интеллект сохранен. Они учатся в школе. Но из-за этой дороги мы можем себе позволить только домашнее обучение. Екатерина Краюшенко уже 2 года умоляет администрацию отремонтировать дорогу в поселке. Привет, давайте знакомиться. Я Юля. Данила. Очень приятно познакомиться. Как тебя зовут? Иван. Очень приятно, Иван. Вот на этот отрезок они выспали 5 КАМАЗов вот этого боя. Вот, пожалуйста. Вот. Угу. Мы по своими силами убирали это, что совсем огромное, да? Можно я попробую? Юль, только можно наклонить на себя. Давайте, честно, я боюсь очень. Давайте, Юль. Да не, ну это же невозможно.
А они очень хотят ходить гулять. Им уже тошно жить в этих 4 стенах. Это что за велосипед? Для детей с ДЦП. Мы в кредит за 70 тысяч купили вот этот велосипед. Но использовать мы его можем только как тренажер. Моя главная цель, чтобы они пошли в школу. Здесь ни пройти, ни проехать ни на чем нельзя. Сейчас дождя нету, а вот после дождя по этим плитам торчат эти арматуры. Ребенка в школу одного не могу отправить. И после дождя, вот, например, я тоже со школы возвращаюсь, там невозможно ходить. Мне с коляской надо будет встречать, еще и света на улице нет. Даже машина не может проехать, не то, чтобы мать пройти с 2 детьми. Дмитрий Николаевич, знаете, как я хотела с вами встретиться, пригласить вас к себе и попросить с колясками проехать? Как моя 65-летняя мать. Екатерина, я не дай бог кому-то такую же ситуацию, поэтому, говорю, отреагировали максимально, насколько могли, эффективно. Мы ограничены были, опять же, финансовыми средствами, и был какой-то участок дороги, который необходимо было сделать там в первую очередь. Когда я сейчас садилась в машину, а тебе люди в спину говорят, да ничего не решится, никому ничего не надо. Я вас при личной встрече информирую, что дорога будет сделана. Когда? Ну, где-то середина ноября, я думаю, она будет. Но я вот думаю, все-таки надо крайнюю дату, но чтобы вы не искали, потому что мы балаболы и трепло, определить 1 декабря. Ну и что, балаболы и трепло или нет? На эту дорогу были найдены дополнительные средства, и она сейчас уже есть, и она сейчас проложена. И он не обманул нас никто, потому что это была середина ноября, и эти видео мы тоже, надеюсь, увидим. И ребята теперь могут не только ходить в школу, а вот целый отдельный новый участок дороги появился в достаточно большом населенном пункте. Дорог нужно много, все регулярно строится, но вот этой семье, этим детям хочется помочь отдельно, потому что у них возможности должно быть больше, чем у всех остальных, Катя и мы их Крающенко, даем. да, с детьми не смогла приехать на программу. Я хотела пошутить, что они не смогли приехать, потому что им очень нравится новая дорога, они теперь по ней на велосипеде туда-сюда катаются, но, к сожалению, это не так. Детки заболели, вот, и приехать они к нам не смогли. Но, тем не менее, привет. А в кадре будет новая дорога. Именно оттуда. Они передают и Народному фронту, и Первому каналу. Вань, Дань, давайте, сегодня вы уже достаточно написали, заканчиваем с уроками. Пойдемте, я вам покажу сюрприз. Помните, нам обещали привезти велосипед? Его привезли. Его еще не распаковали. Давай, я тебе помогу. Вот здорово. Теперь будете ездить на перегонки. Кто кого перегонит? Попробую я. Молодец. Ого! Какой крутой велик! Ну вот, поехал, давай еще. Молодец, ты мой самый настоящий спортсмен. Вот весной буду на улице кататься. Ну а теперь, мальчик, давайте собираться и на улицу. Показывать новую дорогу. Мы теперь можем свободно гулять. Мы наконец-то с Ванечкой дошли первый раз до магазина. Я тоже первый раз за 3 года жизни здесь. То у нас здесь кирпичи огромные лежали. А то вот ровненький асфальтик. А я очень рад, что мы наконец-то смогли выйти из этих 4 стен без коляски. Стало, конечно, намного удобнее. Дети спокойно идут в школу, отпускаешь, знаешь, что он придет чистым, не грязным по колено, как было. Я наконец-то смог покататься на велике и на самокате. Еще я хочу летом попробовать тут на роликах прокатиться. Теперь как бы с хорошим асфальтом получается очень быстро отвезти ребенка в секцию. К нам ездит такси, как белым людям. Доставка, продукты привозят. Я очень довольна, рада, что сделали нам асфальт. Хорошо, что такой эффект терапевтический есть, конечно. Я хочу потом, в конце программы уже у Варвары, как у психолога, спросить. Помимо того, что людям там жизнь лучше становится, помимо того, что дороги строятся, помимо того, что он целые села
как-то по-другому себя чувствуют. Имеет ли то, что делает Народный фронт и Первый канал, еще терапевтический эффект на всех, кто смотрит передачу? Вы вот сформулируйте это, а потом мы к этому вернемся. А пока я хочу напомнить вам еще одну историю, которая тоже никого равнодушными не оставила. Тем более, что это был первый сюжет нашего с вами проекта. Казалось бы, что может быть страшнее, чем взрывающиеся вокруг тебя постоянно снаряды? И так было для большинства жителей Мариуполя, которые прятались в подвалах и молились о том, чтобы этот кошмар прекратился. И в этот момент для ребят, к которым я сейчас приехала, гораздо страшнее была их личная трагедия. Ребята, расскажите, как вы тут живете? Чем кормишь брата и сестру? Макаронами. Мяса нету, 3 дня уже нету работы, и как бы дорого стоит. Меня научили готовить макароны. Денис подсказывал, и Артем подсказывал. Артем, пора есть! Молодец, Соня. Спасибо. Очень вкусно. Джек. Ой, Джеку понравилось. Что здесь сделать на сок дрявый? Они слушаются, но как я объясню детям, которым мне никогда никто ничего не объяснял? Мама пила все время. А вот это моя мамочка. 29 декабря мне исполнилось 11 лет. У нас был торт, мы готовили борщ. Ну, ничего такого, только торт и борщ. На следующий день после моего дня рождения мама умерла. Когда мы с мамой приехали в больницу, врач меня отвел, сказал, что все, ее никак не вылечить. Она умрет. Выключите камеру. Последние слова. Я тебя люблю. Мне этого не хватило. Мне было бы легче, если бы она этого сказала. Вам удалось похоронить ее, приехать на похороны? Как это вообще было? Хоронят за счет государства. Нам просто дают номерок, мы можем потом приехать. Давайте с вами организуемся, все сделаем, чтобы вы смогли туда съездить. Свозим вас, хорошо? Вон, 45,99. Мама, вот мы пришли к тебе. Тогда просто увидел, где ее похоронили. Чё. Как будут у нас деньги, ставим тебе памятник, красиво все сделаем. Мам, я обещаю, что детей не брошу. А ты нам помогай сверху. Полин, хочу к вам обратиться. Когда вы впервые приехали в эту семью, что вас больше всего потрясло? Хочу с ребятами поздороваться. Привет. Рада вас видеть. Наконец-то выглядите хорошо. Вот семья все-таки меняет, когда есть забота. Потому что, когда мы приехали, мы привезли то, что было нужно. Одежду, да, там, еду, какие-то необходимые вещи, телефоны, компьютеры, да, ноутбук мы привезли для занятий. Но потом ты видишь 3 детей. Да, понятно, что старшему 19 лет Артему, но он ребенок. Ребята сами себе были предоставлены. Конечно, это катастрофа, потому что девочке нужен, например, мамы, да, как отношения родителей. Это же воспитывается все из семьи. Мальчикам тоже нужно видеть, как равняться на кого-то. А они друг с другом, как 3 волчонка таких маленьких, жили, да. И поэтому, кроме такой помощи, которой было понятно, что нужна сегодня, сейчас, вот сиюминутно, чтобы жить, сразу родилась мысль, что нужно, конечно, попробовать найти семью. Но они сразу пошли на контакт? Не сразу. Это же чужие люди, что, кто, ты один, на кого можно у кого спросить, и можно доверять или нельзя, откуда они же не понимали, что мы, кто мы. И поэтому путь был долгий. Но сейчас, когда я вижу вот эту картину, когда ребята уже обрели свою семью, когда они переехали, когда они учатся, развиваются, потому что до этого речи об учебе, об этом развитии каком-то, к сожалению, не шла. Надо было выжить, да, в сию минуту. А сейчас уже есть перспектива, есть будущее, есть путь какой-то счастливый, я уверена, позитивный. Это счастье. Слава Богу за это. Лидия,
Здравствуйте, приветствуем вас в программе. Скажите, пожалуйста, как приняли решение это взять Дениса и Соню? Начну так, что я вот с Юлией Константиновной Зимовой, 10 лет уже знакома, мы с ней дружим, общаемся. И они, как только вышел сюжет, пожалуйста, посмотрите эту семью, знают, что я уже более 10 лет приемная семья, надо бы этих деток бы устроить, обустроить и все прочее. Я решила сначала их пригласить к себе в гости. На весенние каникулы они ко мне приехали. Народный фронт помог, их в Ростов привез, а уже с Ростова мы забрали к себе в Кропоткин, Краснодарского края. А вы профессиональная приемная семья, да. А сколько у вас еще лет детей? вы уже? Да, и сколько детей? Я уже 12 лет приемная семья, а на сегодняшний день у меня 9 деток, а так обычно 11. Ага. Вот. Сейчас двое опять 18 лет исполнилось, но все равно не наши. Давайте посмотрим, как ребята у вас живут. Это наш двор. У нас тут елка есть, тут баня, бассейн глубокий, мы в нем любим купаться летом. А после сауны ныряешь? Ныряем. Ну, она молодец. Бассейн ныряет свободно. А там у нас спортзал. Спасибо. Я люблю бегать на беговой дорожке. Я люблю больше заниматься на тренажерах. Это моя комната. Тут я занимаюсь мозаикой, тут делаю уроки. Хожу в школу и еще занимаюсь легкой атлетикой. Комната нашего Дениски. Я учусь в 9 классе, собираюсь поступать на пожарника. Для этого занимаюсь греко-латинской борьбой. Нам тут хорошо жить. Мамочка очень добрая и бывает и строгая. Сонь, поскольку я сам всегда мучаюсь с этими проклятыми макаронами, я восхищен твоим способом их готовить. Теперь я тоже буду ломать их на маленькие части, да, и потреблять без этого накручивания на вилку. Ложкой. Мы хотим вам показать фрагмент сюжета про Лилию Ордину из Кировской области. Я низкого роста. Меня обижают, обзывают карликом. Лилии Ординой всего 10 лет, но 3 года назад она перестала расти. Совсем. У нее тяжелое генетическое заболевание – синдром Шерешевского-Тернера. Кости растут, а я нет. Вот у меня лопатка начала выпирать. У меня кожа шелушится псориазом. Я больше всего боюсь остаться маленького роста. Главные признаки – это низкорослость, аномалии сердца, позвоночника и суставов, а еще бесплодие и целый букет заболеваний. Самое страшное для меня в болезни моего ребенка – это то, что девочка будет бесплодна. Моя самая главная мечта – родить 4 или 5 детей. И сейчас мы просто никак не можем даже объяснить ей, что у нее это может не получиться. У нас проблема в том, что нам отказывают в инвалидности. Пока не поставили инвалидность, мой ребенок не может получать гормон роста. Гормон роста можно купить за деньги? С 2023 года нет. Значит, проблема ребенка нам известна. Предоставление критерии определяется, соответственно, определяется на федеральном уровне, не на региональном уровне. Вы настаиваете на том, что это федеральное, это не мы. Ну что же вы за люди-то такие? Все дети сейчас, которыми она учится, на год старше ее в классе, 140 и выше сантиметров. Мой ребенок 122,5 сантиметра. И когда мы проходим всех врачей, нам говорят, у вас здоровый ребенок. Мы лично берем под контроль. Вот, спасибо. Будем искать. Давайте так, вот пока вы собираете документы, Народный фронт со своей стороны оплатит вот это лекарство, которое вам сейчас, я надеюсь, вы сможете по рецепту договориться. У нас уже есть понимание, как мы действуем. Лиля вместе со своей мамой Анжеликой сегодня в нашей студии. Здравствуйте, я вас очень рада видеть. Мы официально можем рассказать про отличные новости. Анжелик, рассказывайте. Ну, сначала хочу сказать вам еще раз огромнейшее спасибо. Просто всем, вообще от всех
мамочек от Кировской области, от всей России. Ну вот просто я состою в чате, и все об этом знают. Потому что проблему удалось решить не на уровне Кировской области. Да. Проблему удалось решить на уровне Российской Федерации. Диагноз Шеришерского Тернера теперь официально входит в круг добра. Это тот самый фонд, который помогает детям с редкими генетическими заболеваниями. У меня тут есть инсайдерская информация, что ты там устроила такое вот там, в Минздраве, что они не могли не принять решение такого. Но это не они принимают решение. Я бы очень хотела, чтобы конкретно Минздрав Кировской области был наказан. Объясню за что. За абсолютно хамское, отвратительное поведение. Ты ему говоришь одно, он тебя не слышит. Это как раз-таки тот чиновник, который окружил себя вот этими всеми женщинами. Ты еще не видишь пресс-службу. Ты еще не слышишь, что говорила пресс-служба. Так, сейчас она зарыдает. Ну, посмотрите, какая актриса. Вот так позволяла себе разговаривать пресс-служба, которая, напоминаю, получает зарплату из тех налогов, которые платим все мы. Разговаривали они чудовищно, Анжелика качает головой. Он сидел в окружении этих женщин, потому что он не умеет отвечать на вопросы. У него нет ни капли сочувствия, сострадания, эмпатии. Он просто не владеет этими качествами. Поэтому все, что шептали ему эти женщины в ухо, он нам просто тупо повторял. И этот вопрос решался не на уровне Кировской области. Этот вопрос решался совсем по-другому. Я хочу сказать, что этот вопрос на уровне Кировской области как раз не решился. Здесь очень важно, важно Тогда отметить... что Павел Леонидович Казаков делает на своей работе? И у меня такой же вопрос. Это его вопрос. Это он заместитель министра, а министр что делает? Значит, они могли принять, во-первых, региональную программу, да, что сделали? Рассказали о том, что решили какую-то там часть этой проблемы, не знаю уж какую. Все это время препарат оплачивали наши спонсоры, я так на всякий случай. А сколько у нас стоит там 3 сантиметра роста, как мы условно говорим, да, препарат на 3 месяца. 70-800 1 месяц. 70-800 умножаем на 3 месяца. 210 тысяч рублей. Я просто хочу, чтобы это услышали сейчас в эфире. Стоит 3 сантиметра роста ребенка. Я правильно говорю? Да. Да. И мы говорим о чем? Что раньше можно было, если у тебя есть инвалидность, получать этот препарат бесплатно. В нашем случае у ребенка инвалидности нет. И мы вроде как должны его купить, но и купить мы его сами тоже не можем, потому Раньше что... можно было купить, а теперь в сейчас нынешних это невозможно условиях, купить и, соответственно, получить только по распределению в больницах. И мы каждый раз звонили, заказывали. Минздрав здесь нам, спасибо, помог. Нам дали купить этот препарат за деньги. За это, ты понимаешь, что за деньги спасибо. спонсоров Великий Минздрав Кировской области давал нам возможность, это единственное, что они сделали, купить этот препарат. Потому что раньше было несколько вариантов этого препарата. Сейчас, ну, естественно, что с чудовищными античеловеческими санкциями, которые наложены на нашу страну, которые просто, ну, не дают возможности вот таким детям получать лекарства, да, то есть большая нагрузка упала на производителя. Мы наращиваем вот, производство. и поэтому весь этот препарат забирает Минздрав под себя и раздает тем, у кого инвалидность. А у кого нам нет сказали, да, будет инвалидность, можно приходите. купить за деньги. Но этого препарата нет в аптеке. Ты понимаешь, какой это был замкнутый круг? Это чудовищная история. И Минздрав Кировской области, еще раз повторяю, абсолютно чудовищным образом ведет себя по отношению к людям, которые нуждаются в их помощи. Это просто за гранью. А нам надо расти сейчас, правильно? Да. Да. Поэтому мы хотим сказать огромное спасибо кругу добра. Особое тоже спасибо нашему региональному отделению Народного фронта в Кировской области, потому что они ведут вас уже очень давно и бьются за вас на всех вообще уровнях. Там Валерия у нас вообще. Да, Лере, привет. И, соответственно, сейчас в чем смысл? Что наконец-то, спустя долгое время, в том числе и переписки с федеральными органами власти, принято решение кругом добра Министерством здравоохранения Российской Федерации. Сейчас этот препарат попал в перечень, который поддерживает круг добра, и теперь его получают бесплатно, и в том числе дети, у которых нет инвалидности. И это очень важно. Ли, что поменялось в жизни-то? Расскажи, насколько выросла за полгода, вот сколько все Кстати, длится. мы же тогда, когда были... Я откуда знаю, насколько выросла? Было 122,5, а сейчас 127,5. Мы за полгода выросли на 5 сантиметров.
Многие сейчас думают, что дело только в росте. Нет, дело не только в росте. Если ребенок не растет, соответственно, вместе с ростом не растут и все внутренние органы. А это очень важно. Чудовищно в этой ситуации то, что инвалидность тебе могут дать в 18 лет. Ну, типа, не вырос до положенной отметки, давайте дадим инвалидность. И это опять замкнутый круг. Потому что нужно дать ребенку возможность расти с помощью этих лекарств. Спасибо вам, что удалось этот круг порочный сломать. И что теперь все зависит только от производителя. Давайте еще одну историю из нашего проекта совместного вспомним, а потом познакомимся с героем этой истории, потрясающим парнем Сергеем. Меня зовут Сережа. Пацаны в моем возрасте мечтают там о деньгах, о машинах, о девчонках. А я все время думаю, как бы мне выжить и чтобы наступил следующий день. Я приехал с Воронежа в Волноваху обратно, потому что тут мама осталась одна с дедом парализованным. Мне за них очень страшно, потому что тут сильные обстрелы. Сережа Богуш каждую неделю преодолевает больше 800 километров из Воронежа сюда, в Волноваху, к своей семье, которым его помощь очень нужна. Привет, Сережа, я Полина. Очень приятно. Ты, я так смотрю, с дороги, да? Да, я с Воронежа только приехал. Только приехал. Отлично. Как раз пойдем, заодно познакомишь меня с мамой и с дедушкой. Ой, кто там? Сережка, ой. Здравствуйте, и Полина. Очень приятно, Очень Ирина. приятно. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Познакомиться. Это Здравствуйте. у нас дедушка Вова. Это у нас комнатка зал. Я до последнего не верила. Ну, думаю, мы простые такие люди, и нас тут нашли. Вот вы не переживай. Ой, что? Вот этот дом, вы в нем до этого жили? Мы здесь живем 4 месяца. Мы жили в Владимировке. Там линия фронта. Ну, и вот это нашли друзья. В Владимировке, когда вы жили на первой линии фронта, как вы там вообще выживали? Постоянно обстрелы. Стреляют, мы постоянно в подвалах. А у вас здесь перелеты случаются? Да, да. Вчера были на этом центре. У нас дедушка, мы не сможем никуда переехать. У него инсульт. Дедушка, не переживай, все хорошо. Все хорошо, дедушка. Ему вообще тяжело далось вот это все. Потому что у нас обстрелы идут, а в подвал его мы не можем спустить. И вложили его в те несущие стены, чтобы хоть как-то обезопасить. Все, держи. Бывало такой момент, что дедушка вообще начинал говорить: оставьте меня, бросьте меня тут, без меня вам будет лучше. Он уже не мог терпеть это все. Вчера был очень сильный прилет. Никто не пострадал? Говорят, что раненый. Ранение с нашего села. Маме какие слова ты находишь, что ты говоришь? Маме говорю, что сейчас просто самое тяжелое время. Его надо переждать и пережить. У меня страх больше не увидеть близких. Такие мысли лучше не думай. Сразу их, как облака, пропускай. Думай, что все хорошо, все будет хорошо. Ясное небо сидит. Ясное небо. Молодец. Вот, хорошо сказал. Ясное небо. Лучше не скажешь. Сергей сегодня в нашей студии. Сергей, здравствуйте. Как дела? Что нового? Рассказывайте. Дела хорошо. Учеба. Сейчас учусь в Воронеже. Поступил туда выше, в университет. Ого, в какой университет? Лесотехнический. Так, прекрасно. На кого? Ландшафтный архитектор. Ого. И сразу мне это в голове, да, У меня тоже тоже, было необходимо. у меня тоже, да. Сколько лет учиться? 5 лет. Но к маме с дедушкой по-прежнему ездишь? По-прежнему. Ну, вот хочется, чтобы они поближе все-таки ко мне были. Вот. Я хочу сейчас и Юлю, и Полину спросить. Есть такая возможность? Да, это все решаемо. И сразу у нас был запрос, что так как дедушка с серьезными проблемами со здоровьем, инсульт, понятно, парализован он, то нужно практически полностью, то нужно, чтобы был обязательно специализированный медицинский уход. Это было изначально заявлено. Как уже решит непосредственно мама Сережина, да, это уже... Но мы сейчас, я понимаю, что с мамой ты говорил.
По С поводу мамой переезда. обговаривали это. И она не против? Она не против. Ну, А значит, Рик же давайте решать. подключился. У нас подключился же Рик Воронежский, да? Да, уже, поэтому все уже готово. То есть нужно просто собраться, договориться и вперед. Юль, беремся за это? Я так могу подтвердить, что все нашли. ПВР с медициной. В общем, мы готовы, да. Машину в целом тоже уже даже нашли. Готовы к перевозке. Поэтому Все, сейчас давайте ждем там тогда прям недельку-две не и тянуть, переезжаем. а сразу А это и недельку-две сделаем. чего ждем? Дела надо доделать в Волновахе, в семье. Как я обещал, я хочу, чтобы Варвара сказала нам о психотерапевтическом эффекте, который наша программа и наш проект имеют на население. Надеюсь, имеет. Да, я вообще хочу сказать, что очень люблю такие итоговые передачи. Это вот бальзам на сердце, я думаю, всем людям и помогающих профессий. Также есть зрители, которые тоже смотрят эту передачу и понимают, что да, есть трудные ситуации, но они не безвыходны, что есть люди, которым не безразлично, что, приложив усилия, любую ситуацию можно переменить. И, конечно, это тоже внутренне мотивирует, позволяет двигаться, что-то менять и двигаться дальше. Большая дружная команда Первого канала работает над этой программой вместе с Народным фронтом. Наши операторы снимают, находят проблемы, наши корреспонденты, но и наши редакторы перед тем, как мы поедем, делают колоссальную работу. Они все время на связи с людьми, которые к нам обращаются, с людьми, которые готовы помочь или которым нужна помощь. И, как правило, все это за кадром. Но сегодня мы хотим поделиться одним видео, который наш шеф-редактор снял для одного из своих коллег. Спасибо тебе. Ну, как мы с тобой разговаривали? Саня, спасибо тебе огромное за то, что ты вот такие... Сделал для нас сказку. Сделал для нас сон наяву. Вот ощущение такое, что мы во сне. Я, честно, когда ты позвонил первый раз, я даже не поверила. Думаю, это кто-то смеется. Я сама люблю разыгрывать. До последнего я все сомневалась. Ну, не может. Мы давайте помашем ему. Саня, вот видишь, я честно призналась, что все благодаря тебе. Спасибо тебе большое. Конечно, самая главная задача этого проекта не только точечно решать проблемы, а как раз-таки через такие частные случаи выявлять. Ну вот мы понимаем, что здесь вот частный случай, есть такая проблема, есть конкретная семья в Кировской области. В итоге проблема решилась не у семьи, а проблема решилась на уровне Российской Федерации. Вот мне кажется, что это самая главная цель нашего проекта. Все верно. А мне еще важно в этом проекте вот что. Что не надо дожидаться приезда съемочной группы Первого канала вместе с Народным фронтом. Это я обращаюсь сейчас к чиновникам на местах, которые могут решить проблему, но почему-то боятся. А я хочу всем жителям нашей страны сказать, что, друзья мои, если вы меня встречаете в аэропорту, не надо с испуганными глазами спрашивать меня, у нас что-то случилось. Я просто иногда путешествую по России, вернее, иногда, часто люблю это дело. Поэтому, если я в каком-то аэропорту, это не значит, что в вашем городе что-то произошло. Поскольку наш проект продолжается, если вы знаете кого-то, кто нуждается в помощи, сами готовы помочь, не стесняйтесь, пожалуйста, обращайтесь к нам в редакцию, чтобы больше было вот таких итоговых уже программ. Почему меня должны лишать родительских прав со слов одного человека? У моей приятельницы Тусии был изъят ребенок. Он вам как ее предлагал взять навсегда? Возьми ее, я положил Тусю в наркологичку на лечение. Вечером принес ребенка и коляску. Зачем вы согласились? Мне материнские чувства проснулись. Поменяла она вам жизнь, да, малышка? Да. Я не от хорошей жизни отдала своего ребенка няне. Ребенок попал в государственные службы с пометкой «подкидыш». И это значит, что у них руки развязаны для удочерения ребенка. Подделка документов и уголовная ответственность. Подруга у Инны, скажем, есть Анна Базанова. А она считает, что вам нельзя отдавать ребенка. Ну-ка, пусть она выйдет, какая она моя знакомая. Давайте посмотрим на нее, давайте.